Всем привет! Вы на канале Тиммейты, и я Маша. И у меня есть соведущая, которую зовут Тома, и она сейчас за кадром. Пожалуйста, поздравьте. Да, это Тома. Если вы хотите посмотреть и на Тому тоже, то переходите к нам на канал. У нас есть совместные реакции, у Томы есть своя рубрика, а сегодня ее нет в моем видео, потому что это моя рубрика. Вот так вот мы разделились, но все еще вместе. Я уже знаю, какая вставка здесь нужна. Логика. Если вы смотрите нас на ютубе, надеемся, что у вас не возникает никаких проблем с просмотром этого видео и других. Ну, а если вы худо-бедно добрались до этой минуты, мы вам напоминаем, что у нас есть наше сообщество ВКонтакте, где мы также выкладываем наши видео, и вы сможете их посмотреть без каких-либо задержек. Ну, вроде все рассказала важное. Сегодня у нас с вами рубрика «Стоит ли посмотреть», в которой я высказываю свое личное мнение о просмотренных фильмах, сериалах, дорамах и прочем контенте. Это не стандартный кинообзор, я просто высказываю, что мне понравилось, что не понравилось, и, возможно, на моем примере вы сможете составить впечатление о том, стоит ли вам смотреть любой контент, из которого я здесь повествую. Итак, сегодня мы рассматриваем с вами дораму под названием «Доктор в кризисе». Она вышла 27 января 2024 года. Она имеет рейтинг 7,5 на IMDb, и в ней классические 16 серий. Дорама рассказывает о двух врачах, с которыми произошли некие события, после которых судьба сталкивает их друг с другом. В итоге вообще оказывается, что они давно знакомы и учились вместе в школе, и были страшными соперниками. Но, будучи взрослыми и адекватными, они сближаются друг с другом, становятся собутыльниками, затем друзьями и, конечно же, естественно, возлюбленными. Я могу назвать эту дораму весьма классической в ее понимании. Вы найдете в ней, наверное, все жанры, которые существуют. И комедия, и триллер, и детектив, и романтика, мелодрама, и вообще все, что вы можете представить, в ней есть. В общем, на качельках покачает знатно. На самом деле, такая смена настроений в сериалах не всегда означает что-то хорошее, но в данном случае меня зацепило, и могу даже поставить плюсик за такое покачивание. Нервная. Далее у меня небольшой список того, что вы можете увидеть в этой дораме, что можете не увидеть. Ну, скажем, плюсы и минусы. Итак, из плюшек. Классный актерский состав. Главная героиня, которую играет Пак Шин Хе, очень хорошо раскрылась. Дальше у нас идет Пак Хён Сик. Ну, краш. Ну, любовь. И если вы смотрели дораму «Силачка до Бон Сун» и знаете его по этой роли, то вам вполне хватит его актерской игры и в данной дораме. Уж очень много там пересечений их главных героев. Вы найдете в этой дораме адекватные разговоры. Разговоры словами через рот, а это важно. Герои рассказывают о своих чувствах, не боясь показаться странными и смешными. Комедийные сцены, с которых можно знатно похихикать. И знаете, из разряда таких, которые хочется мотнуть обратно и еще раз увидеть этот забавный момент. Вы увидите прикольную второстепенную пару, которая не отвлекает внимание от главных героев. Ну и, конечно же, вы найдете там мимимишности, поцелуи и романтику. И также минусы этой дорамы. Нелогичность. Но, если честно, этим грешат многие дорамы. Слишком быстрое решение проблем.
Знаете, не успеваешь проникнуться всеми чувствами, которые вызывают какие-то проблемы главных героев. Ты только пытаешься им сопереживать, а тут тебя обломали, и все у них хорошо. Также неадекватные разговоры и замалчивание. Да, я упоминала в плюсах, что у них есть адекватные разговоры через рот, но много неадекватных и много недомолвок у них тоже имеется. Знаете, наверное, как и в жизни, многие из нас не умеют в какой-то момент жизни из-за внутренних переживаний рассказать о своей проблеме. В целом это вполне логично, но, как я упоминала чуть ранее, тут не хватает логики. Ну и как следствие всего, размазанные последние серии. Как я упоминала ранее, слишком быстрое решение проблем. А из-за этого, на 12 серии можно было бы и остановиться. Видимо, съемочные дни были еще проплаченные, снимать что-то надо было, поэтому нам и докидывали завершение сюжета. Наверное, это все и по плюсам, и по минусам. Подытожив, могу сказать, что испытала различные эмоции при просмотре. Мне было интересно наблюдать за главными героями, сопереживать им, за тем, как они развиваются их отношения, и они преодолевают различные трудности благодаря поддержке друг друга. Мне было и местами грустно, и весело, где-то я умилялась, много перематывала, чтобы посмотреть тот самый классный момент. И для меня это признак хорошего кино, когда ты испытываешь эмоции при просмотре. И если вы спросите, стоит ли посмотреть, я отвечу: да, стоит. И по моему личному рейтингу я бы поставила 7 из 10. Твердо, хорошо. В общем, такой короткий видеоотзыв получился. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, что стоит добавить в данную рубрику, что стоит не упоминать. И вообще, любая адекватная критика приветствуется. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте. И всем до следующего видео. Пока!